Ремонт паркета своими руками. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. При появлении незначительных повреждений паркет следует ремонтировать, поскольку это не просто дефекты, они могут повлиять на весь пол. Вы можете самостоятельно отремонтировать мелкие дефекты, царапины или вмятины на паркете. Объясняем как. С помощью этих советов вы добьетесь успеха быстро, легко и недорого. Паркетный пол создает приятную жилую среду, за ним легко ухаживать, а также он не очень чувствителен. Но если паркет поврежден, шок у хозяев часто бывает сильным. Но восстановление повреждений обычно несложно с помощью правильных насадок, так что даже непрофессионалы могут отремонтировать паркет самостоятельно без особых усилий. Как же починить паркет? Во многих случаях такие повреждения, как вмятины или царапины на полу, можно легко удалить без шлифовки паркета. Таким образом, практически любой человек, обладающий небольшими ручными навыками, может легко удалить пятна на полу и отремонтировать паркет. Есть такие способы удалить повреждения: полировка паркета, ремонт паркета древесной пастой, ремонт паркета воском, ремонт паркета утюгом. Как поступить разумно, если вы хотите удалить повреждения в паркете, зависит прежде всего от нанесенного повреждения и его размера. Полировка лучше всего подходит для царапин, а 3 других метода ремонта более рекомендуются для вмятин. В идеале вам следует сначала попробовать выбранный метод на оставшейся части паркета, чтобы попрактиковаться в процессе и проверить, как пол будет реагировать на ремонт. Так что у вас больше шансов на первоклассный результат. Полировка паркета. Помощь при мелких царапинах. Любой, у кого есть паркетный пол в собственном доме, знает, что он нуждается в уходе, например, в полировке, чтобы ценный пол тоже сиял блеском. Если царапина на паркете не очень глубокая, паркет можно отремонтировать, отполировав повреждения. Для этого нанесите немного масла или воска на мягкую ткань, которые также используются для очистки и ухода за паркетом. И протрите им поврежденный участок, пока царапина не исчезнет. Для этого вида ремонта паркета также подходит мебельная полироль. Однако не забудьте узнать у производителя паркета, какую полировку выдерживает деревянный пол, чтобы избежать повреждений или обесцвечивания. Ремонт паркета древесной пастой. В случае появления глубоких царапин или вмятин можно ухаживать за паркетом и отремонтировать его с помощью шпаклевки для дерева или шпатлевки для дерева. Подходящий ремонтный комплект можно приобрести в строительном магазине. Вот как шаг за шагом отремонтировать паркет с помощью столярки. Очистите поврежденный участок. Тщательно пропылесосьте или подметите поврежденный участок и протрите влажной тканью. Затем дайте ему полностью высохнуть. Смешайте древесную пасту. Выбирайте пасту для дерева, которая максимально приближена к цвету вашего паркета. Затем приготовьте пасту для дерева согласно инструкции. Чтобы цвет пасты точно соответствовал цвету вашего паркета, имеет смысл добавить опилки паркета. Если у вас еще остался кусок деревянного пола, вы можете получить необходимый материал. Если детали пола больше нет, можно попросить в строительном магазине подходящие деревянные части. Нанесите пасту для дерева. Пластиковым шпателем осторожно нанести пасту для дерева на поврежденный участок и разгладить там шпаклевку. Повторите процесс несколько раз, чтобы паста глубоко проникла в поврежденный участок и хорошо там задержалась. Дать древесной пасте высохнуть. Дайте пасте для древесины затвердеть без покрытия столько, сколько указано в инструкции описания продукта. Обычно это от 12 до 24 часов. Тонкая шлифовка. Потом сгладьте выступающие остатки пасты для дерева, тщательно отшлифуя их наждачной бумагой. Затем вы должны снова пропылесосить пол, очистить его и обработать обработанный участок на последнем этапе в соответствии с напольным покрытием, то есть воском, маслом или уплотнить его герметиком, который также можно приобрести в строительных магазинах. Ремонт паркета воском. Вмятины на паркете также можно удалить с помощью воска. Процедура шаг за шагом соответствует описанной выше при использовании пасты для древесины. Повреждение очищается, затем заполняется воском, который сушится. Затем пораженный участок шлифуется и снова закрывается воском, маслом или герметиком. Соответствующий ремонтный комплект также доступен в различных цветах в строительном магазине. Для особенно удачного результата стоит смешивать разные цвета и таким образом максимально точно воспроизводить текстуру древесины.
Ремонт паркета утюгом. Вмятину на деревянном дощатом полу, таком как паркет, также можно исправить естественным путем. Этот трюк использует естественные свойства древесины, которые расширяются под воздействием тепла и влаги. Как действовать поэтапно при ремонте паркета утюгом? Тщательно очистите пылесосом дефектный участок. Если пол герметичен, следует грубо отшлифовать место повреждения, чтобы вода попала на дерево. Теперь налейте немного воды на вмятину. Сгладьте повреждение. Затем ненадолго подержите утюг на самом максимальном уровне над поврежденным участком. Под действием влаги и тепла древесина расширяется и вмятина постепенно исчезает. И, наконец, повторите уход за полом. Обработайте паркет и снова заклейте его воском, маслом или герметиком. Зачем ремонтировать паркет? Повреждение паркета – это больше, чем просто дефект. Влага может проникнуть в дерево через царапины или вмятины и вызвать его разбухание. Раннее устранение мелких дефектов позволяет избежать серьезных повреждений и связанных с этим усилий, например, шлифовки. Ремонт паркета – частичная замена или шлифовка. Если повреждение большое или паркет изношен в целом, специалист может заменить отдельные паркетные доски или отшлифовать весь пол. При шлифовании паркета удаляется тонкий слой, чтобы древесина под ним могла сиять старым блеском после соответствующей последующей обработки. Например, воска, смазки или покраски. Если пол уже не удается спасти, следует положить новый паркет. Однако также стоит сравнить различные доступные напольные покрытия, такие как ламинат или винил, потому что не всегда должно быть массивное дерево на вашем полу. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.